Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши добрые слова, пожелания, лайки, подписки, комментарии. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Твоя главная завистница. Кто она и чему она завидует? Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, не забывайте, девочки, расклад общий. Пожалуйста, воспринимайте этот расклад как совет, да, а не как руководство к действию. Только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Четко, ясно и понятно. Белая ворона. Интересно. Так. По белой вороне женщина, которая, скажем так, выделяется из толпы. Не обязательно это внешне, да? Совершенно не обязательно. Мировоззрение, увлечение, хобби. Увлечение у кого-то психологией, эзотерикой, у кого-то увлечение, хотел сказать, сказками, да? Нет, может быть, видение мира такое какое-то необычное, да? Может быть, выражаете свои мысли как-то, философский какой-то подход, или там, может, не знаю, там, цитируете какие-то умных авторов, да? Какие-то цитаты там выдаете. Так, по белой вороне, в принципе, может быть, да, опять-таки свой взгляд на мир, на взаимоотношения. Сразу мне вас показали, вот, ну, не такая, как все. Да, все люди как люди, а я звезда, да, но тут в данном случае не звезда, а все люди как люди, а тут белая ворона. Так, вас еще показали женщина, которая страстная, темпераментная тут карта. Женщина, которая умеет любить, эмоции глубокие испытывать. Почему я так говорю? Тут карта темперамент и карта, вот этот мостик, планы. Это о чем? О том, что на самом деле вам, как, наверное, многим из нас, все по плечу. Все в ваших руках, девочки, все в наших руках, и у вас довольно-таки большой потенциал. На вот этой вот какой-то страсти я не буду привязываться тут исключительно страсть это между мужчиной и женщиной. Вообще вот такая вот харизматичная, яркая, энергетически наполненная женщина, женщина, которая, если чего-то захочет, вот тут, мне кажется, вы добьетесь этого и достигнете желаемого. Так, хороший друг, можете быть как раз вот тем самым другом, который в трудную минуту всегда придет на помощь, поддержит. Искренняя, добрая, где-то как ребенок, да, можете быть наивной, непосредственной. А, кстати, женщина, которая до сих пор, может быть, верит, хотел сказать, в чудеса, это понятно. Но тут вот вы, по-моему, из тех девушек, которые хотели бы, наверное, ну, как многие из нас, выйти раз и навсегда замуж, да? Это карта верности. Тут карта рядом друзья, тут рядом карта, видите, мамочка с ребеночком, покровительство высших сил. То есть в идеале, да, вы мечтаете о том, чтобы, допустим, взаимоотношения были прозрачные, честные, хотели бы так выстраивать их. То ли это касается взаимоотношений, в принципе, может быть, между там партнерами любыми, может быть, на работе и в личной жизни, да, может быть, с друзьями, близкими. Вот тут вот как-то так вот мне идет. Заботливая мамочка, внимательная, может быть, род деятельности связан с поддержкой, опять-таки, может быть, советы какие-то дельные даете. Так, что-то тут планы у вас по поводу карты финансов, может быть, давайте доложим по поводу чего. Тут карта конкретные какие-то планы и карта финансы. Ну, кто-то элементарно пытается накопить на что-то, да, у кого-то недвижимость, у кого-то новый вид транспорта, там, не знаю, велосипед мечтаете себе
прикупить, как почтальон Печкин. Так, финансы, о чем это ваше? Капец. Ну, скажем так, мечтать мечтаете, планы строите, но пока эти планы прям так по сочетанию, прям по этим картам, как медным тазом, извините, пока накрываются. Потому как мечтаете об одном, подарочек, да, вот такой вот получить. То есть запланировали, может быть, откладываете там что-то или пытаетесь, да, может быть, просто мечтаете даже кто-то. Но тут уже не просто мечты, тут какие-то планы, связанные с финансами. А вот вместо вот этого подарочка, из этого подарочка выскакивает злобный клоун, то есть форс-мажор, там те же деньги, которые там хоть минимум какой-то пытаетесь отложить, бац, и тут опять-таки у кого-то более насущные какие-то проблемы, да. Ребенку нужно срочно там, уже не знаю, что там ребенку, новый телефон, да. Если ребенок телефон разбил, там, ну, не знаю, любой гаджет, там, я уже не знаю, что мне в голову пришло, ну, понятно, какая-нибудь, может быть, зимняя одежда, опять-таки, ребенку, или близким, или, к сожалению, там, со здоровьем у близких, родных проблемы, и, понятно, все эти деньги вы туда отдаете. Я пример привожу просто, как будто бы планируете одно, но, к сожалению, как будто бы тут прям череда вот таких вот каких-то нюансов, знаете, как будто бы уже хотелось бы, чтобы это все закончилось, уже... Ой, хотелось, чтобы было все поспокойнее. Карта защита. Уже пытаетесь вы защититься, но судя по вот этим вот каким-то картам, то особо вы на это повлиять даже не можете, да? Так, ну не знаю даже, что еще тут спросить по поводу белой вороны у вас. Ага. Скрытая информация. Спрашиваю характеристика по поводу вас белая ворона. Ну, и тут закрывают информацию, как будто бы не хотят что-то про вас говорить. Работа из Гаши. У многих, давайте так, сочетание, тут все-таки темперамент, страсть, рядом белая ворона, тут мне карты по влюбленным, карта развилка, да, и соблазн все-таки, по змее я все-таки это буду считывать. У кого-то увлечение эзотерикой, психологией, у кого-то таро, да, вот это вот, у кого-то, может быть, способности даже открылись, да, у кого-то там сны какие-то приходят к вам, поток информации как будто бы идет, открывается. Может быть, это связано с у кого-то со встречей с мужчиной. Страсть. Тут как будто бы, знаете, вот какой-то такой период, может, был у женщины, когда вы пытались разобраться, что это, может быть, не похоже ни на что, это как увлечение, страсть, как сумасшествие у кого-то, прям такое наваждение, да, и поэтому, опять-таки, белая ворона это сюда, у кого-то как распаковка произошла, опять-таки, захотелось разобраться, что вообще со мной происходит, почему я к этому человеку испытываю эти чувства, эмоции, почему мне его привели, почему мы встретились, для чего я встретила этого мужчину. Вот как будто так прям. Такая сигнификация, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Твоя главная завистница, кто она, чему завидует? Итак, кто же ваша главная завистница на данный момент, вот, когда вы открыли это видео, чему она завидует? Итак, кто ваша главная завистница? Чему она завидует? Это дамочка. Кто ваша главная завистница? Чему завидует эта дамочка? Так, кто завистница ваша? Чему она завидует? Кто ваша завистница? Чему она завидует?
посмотрим, кто ваша завистница. Кто она? Ух ты, у меня вышли карты Таро. Влюбленные опять-таки. Так, другой мир. Сплетни. Что-то Роксова. Ну, скажем так, ваша завистница, она, если не увлекается Таро, то может просматривать, имела доступ, может быть, даже пыталась вас считать, просчитать, даже если она это скрывает. Угу. Невозможно. Интересно, сочетания такие. Скорее всего, ей хотелось тоже, может быть, узнать что-то. В данном контексте, может быть, про вас узнать. Даже через Таро. Вот так вот. Другой мир тут. Как будто бы все способы хороши. Так, твоя главная завистница. Так, это ваша... Я уже не знаю, как спросить. Эта женщина близка к вам? Она пыталась к вам приблизиться, но нет. Слава богу, сейчас не близка. Как будто бы, опять-таки, карта, вот книга говорит о том, что она собирала о вас информацию, может быть, пыталась сблизиться. Но карта коса не получилась. Ну, может быть, вы считали и на расстоянии ее начали держать. Так, это ваша, может быть, бывшая подруга. Давайте посмотрим. Угу, похоже. Скорее тут, девочки, соперница. Тут скорее... так. Просто ваша знакомая. Девочки, это человек, которым вы периодически, может быть, где-то пересекаетесь. Но это не близкая подруга. Нет, вряд ли. Это, знаете, женщина, которая может выдавать себя за, знаете, человека, который как будто бы о вас что-то знает. На самом деле тут и карта сплетни, и тут еще раз карта сплетни. Периодически можете пересекаться. Вряд ли это там прям близкая подруга. Это даже не очень похоже как будто на бывшую. Бывшая может быть как бы знакомая. Вот так вот. Так, коллега по работе. Ух ты, коллега по работе у кого-то 100%. Как карта вода, эмоции. Ну и бывшая тоже может быть карта мостик. Да, может быть, в прошлом где-то пересекались, вместе общались. Ой, ну вы поняли, да? Ну, вообще, работа, общие друзья, знакомые. Как будто бы через каких-то знакомых, с которыми, может быть, вы больше общаетесь, этот человек пытается о вас узнавать. И тут прям сплетни. Собирает, передает, вот так вот. Ваша главная завистница. Так, какая она? Тут прям тоже, вот тут прям не Таро, влюбленная. Нифига себе, невозможно. Невозможно. О чем? Трудности. Нее. Да, показано, если у нее были проблемы, дом, семья, тут карта гора трудностей какие-то, она не могла, ну, не знаю, не обязательно там разрешить эти проблемы. По крайней мере, информацию как будто бы пыталась узнать, может, обращалась к какому-то мастеру. Карта Таро. Карта выпала, да? То есть, в принципе, как вариант, она могла рассматривать даже получение информации через Таро. Да, тут смотрите, новости невозможно получить, поэтому Таро по влюбленным как вариант. Может быть, интересовалась, если дома с домочадцами, там, если мужчина, да, дома, там, супруг или ее избранник, опять-таки по влюбленным, может быть, проблемы, опять выбор из двух женщин, как минимум, или подозревала, то могла также обращаться, интересоваться. При этом для нее, в принципе, ну давайте, о чем это? Какая-то ситуация стала как гром среди ясного неба, поэтому как будто бы она хваталась за все там соломинки, да? Интересовалась, как можно, допустим, что-то узнать, как можно с какой-то мертвой точки сдвинуть ситуацию. О чем это?
Ну да, смотрите, вот гром среди ясного неба и карта мужчина. Проявление какого-то мужчины, может быть, ее мужчины, новости по поводу, может, поведения ее, поступков ее мужчины какого-то, который ей интересен. И невозможно, она не могла эту информацию откуда-то получить. Тут этот человек пытался вот опять-таки через Таро. Так, ну, завистливая сама по себе. Тут главная завистница ваша, но она и так почему-то завистливая в принципе. Завидует, так, кажется, что жаба, другой мир. О чем это? Ну, скорее у человека проблемы в личной жизни, и тут не обязательно это привязано вот к тут домашней, к, может быть, к супругу, там, если она замужем. Тут, в принципе, такие карты как-то зелье, крысы. Ну, тут, скорее всего, как будто бы она... Ой, эта карта отсюда. Так, это... Ну да, тут почему-то вот у нее с эмоционально-чувственной сферой, тут у нее провал. Она завидует, может быть, женщинам, которых есть там, ну не знаю, там в жизни присутствует любовь, страсть, в них влюблены, может быть, к ним проявляются. А тут как будто бы с одной стороны она этого хочет, с другой стороны такое, как будто бы она не верит, ну даже, как будто бы разочарование. Вот такая вот мне выходит женщина. Карта зелья, крысы. Знаете, это как зелье, это как суррогат, это как подмена. Это не истинное вино любви, да, а такое ощущение, как будто бы женщина может соглашаться на какие-то форматы, которые ей не, на самом деле ей бы хотелось, может быть, там, быть главной, единственной женщиной, да, если это касается, ну, уже не знаю. Тут очень похоже на то, что у нее может быть какие-то, ну, не буду говорить интрижки, но, знаете, помимо, если она там замужем, у нее могут быть еще какие-то тут, ну, отношения, давайте так, на стороне, увлечения или попытки, может быть, с кем-то, что-то тут такое вот. Замутить, да, слово такое. Мне так идет. Но при этом это как будто бы ее все равно это не устраивает. Она не получает желаемого. Что-то тут такое. Ну, крыса это когда, знаете, за спиной что-то скрытное. Зелье это опять-таки, это не истинный кубок любви, да, это не, как будто бы не открытые какие-то, непрозрачные взаимоотношения. Вот по всем этим картам мне идет, как будто бы женщина соглашается на какие-то форматы для себя. Просто как будто бы, может быть, прекрасно понимая, что на другое она то ли не может претендовать, то ли пока не может претендовать. Что-то такое вот. Так, при этом шут-дурак, ну, как бы там ни было, в новое она идет в плане, может быть, новых каких-то начинаний, новые какие-то проекты. Так, сама по себе тут карта сплетни, очень много сплетен вокруг нее, и она тут уже не раз эти карты сплетни, может быть, с удовольствием там распространяет. При этом карта сама о чем-то. Тут как будто бы у нее череда каких-то любовных, может, интрижки, не интрижки, но попытки как самоутвердиться. Если проблемы с постоянным партнером, да, там она замужем, а тут проблемы. Тут как будто бы невозможно то ли быть счастливой в этом браке, то ли как будто бы для нее это откровение какое-то, открытие, откровение, да, то она пытается по шуту-дураку, у меня тут и карта паутина, и, ну, бесплодно, как будто бы человек пытается где-то самоутвердиться, может доказать даже этому мужчине какому-то, смотри, насколько я востребована, посмотри, какая я там, на меня обращают внимание, да я, если захочу, там, вот тут вот так вот, но почему-то бесплодно. Такое ощущение, как будто бы, знаете,
она что-то пытается кому-то доказать, но люди ее считывают. Вот как будто бы ее видят насквозь. Но она же не совсем искренне как бы ищет, как будто бы эту любовь. Она ищет как, скорее всего, ну, даже как вот попытки, повторюсь, ну, самоутвердиться, доказать. Вот тут вот такое. При этом она не глупая. Угу. И тут почему-то показана даже какая-то трансформация ее, как будто бы какое-то время она так... Тут карта время, эгоизм, воровство. Первое время может быть по высшему я, вот она себя ставит выше других, да, как бы эгоистично. А затем вот как будто бы она соглашается по карте воровства все равно на какие-то форматы, которые где-то ее задевают, ей не нравится. Это как будто бы ее даже эгоизм страдает, ее, не знаю, насчет самоуважения, ну как будто бы все равно вот что-то не так ей. Как будто человек бесится. Это какое-то такое ощущение, не знаю. И варианты выбирает, просчитывает. При этом, скорее, как аналитический ум. Ну, я не могу сказать, что тут прям глупая женщина. Она не глупая, но у нее тут как смесь каких-то эмоций, амбиций. Тут нереализованные амбиции. Желание успеть все, желание доказать кому-то что-то. Вот тут такая вот дамочка. Угу. Это вот завистница ваша. Так, давайте посмотрим, чему она завидует. Так вот. Ну, у вас есть что-то в вашей жизни, чему она завидует? Ух ты! Вокруг вас есть, по ее мнению, искренне, может быть, друзья, поддержка. Вы сами по себе такая, как будто открытая, и вас такие люди окружают, вот, ну, по ее мнению. Так, чему завидует, чему завидует, чему завидует, бог ты мой, чему завидует. Странные карты вообще, хрен поймешь, извините. Так, самое первое, это понятно, где-то вашему как бы оптимизму, жизнерадостности, в принципе, как будто бы вот добрый, светлый человек, где-то как ребенок даже. Может быть, даже завидует тому, что если у вас тут карта разбитое сердце, да, и были неудачи в личной жизни, но вы смогли, по ее мнению, как-то это все преодолеть и, в принципе, продолжаете жить и радоваться. Вот так ей кажется. Так, тут дальше странные карты. Мне такое ощущение, как будто бы тут какая-то могла быть череда прям... Девочки, тут может быть попытки даже с ее стороны подпортить вам жизнь. У кого-то это... Тут метла, сплетни, да? Сплетни, смотрите, метла, оморочка, то есть изделка. Если человек против вас там замышлял какие-то там многоходовочки, подставы, по оморочке, это пытался вас выставить в каком-то свете, показать вам вас. Может быть, там перед общими знакомыми, друзьями даже. Вот как будто бы показать вас одной, да, на самом деле вы абсолютно другая. Какая-то как подстава. При этом человек, ну, вот эта вот женщина, может быть, надеялась, что вы то ли с этим смиритесь, то ли по хрустальной тут туфельке, в принципе, какой-то, как будто бы, как обстоятельства будут сильнее, да. Может быть, так все сложится, что вы то ли, ну, не будете чему-то противостоять, то ли как по течению будете плыть, то ли... Ну, как будто оно так все сложится само чуть ли не, да, вот будто бы она не совсем своими руками это все сделает. Ну, тут карта метла, это сплетни. Это как будто бы раз могла что-то одно сказать, второму, третьему, и в принципе со стороны так оно вроде бы и незаметно, а вместе со такая-то как формируется, да, картинка такая. По этой карте оморочка все-таки, карта сделка. Я это хочу это прочитать, как будто человек очень хотел бы подпортить вам жизнь. А тут я вот по этим картам вижу, что
ну, результат не принесло. Именно того, на который она надеялась. Опять-таки, вас все равно воспринимают вот какой-то такой вот по вот этим картам, и она этому завидует. Тут вас видят, может быть, какой-то ранимой, нежной, может быть, даже слишком где-то наивной. Ну, в принципе, вот как-то вот так вот я считываю, как будто бы ей кажется, что вы вызываете, может быть, у каких-то мужчин, кстати, это все-таки, ну, тут молодой парень и девушка, желание вас защитить. И, ну, скажем так, вряд ли вот эту картинку, которую она там вырисовывала, разрисовывала по поводу вас, пыталась вот эту как, знаете, как подмена понятий, вот продавить, вот показать. На самом деле вас видят другой, на самом деле вас видят женственной, ранимой, женщина, которая, может быть, очень многое в жизни испытала, разбитое сердце, женщина, которая, несмотря на это, может быть, не очерствела душой, может быть, придет на помощь, раскроет свое сердечко, поддержит. Вот тут вот такое вот. И чему она завидует? Она завидует тому, что, ну, отчасти тому, что, может быть, какие-то вот эти вот неприятные события в вашей жизни вас не сломали, опять-таки, не сделали тут какой-то стервью в плане, ну, знаете, какой-то холодной, железобетонной, непробиваемой. С одной стороны, она видит, что вы так, как и раньше, может быть, радуетесь жизни, ей так кажется. С другой стороны, несмотря на это разбитое сердечко, может быть, какой-то печальный опыт в общении, не обязательно с мужчинами. Может быть, в принципе, как было период, когда вы разочаровывались в людях, в окружении, предательство какое-то было. А вы все равно вот такой остаетесь, в общем, восприимчивой, доброй. Вот тут вот все сюда, нежной. Тут вот карта это нежность. Вот что-то она вот может завидовать тому, что, знаете, вот в элементарно вот эту вот какую-то женственность, мягкость, где-то даже, может быть, даже эту доверчивость, как будто бы не утратили и способность радоваться миру, ну, окружению, может быть, даже вот находить новых друзей, это все сюда же. В принципе, вашей внешности завидуют, прекрасная, привлекательная. И тут даже, знаете, тут как сочетание, тут карта, как будто бы они, белая карта, да? И рядом карта самобичевания и невиновный. Как будто бы два черных лебедя терзают белого. Тут, скорее всего, в контексте вот этого, я это могу прочесть, как будто бы человек, опять-таки, хотел бы, дабы у вас тут все сложилось не так, как оно сложилось. Ей кажется, что, допустим, фиаско потерпела ее там желание вам навредить. Или, в принципе, ей бы очень хотелось увидеть ваши какие-то неудачи. Но пока она этого особо не видит, да. Опять-таки, завидует чему? Может быть тому, что умеете находить даже каких-то у кого-то друзей, новые знакомства, у кого-то покровителей даже, да. Благодаря этому, опять-таки, вы можете как из любых трудных ситуаций выходить, я не буду говорить прям победителем на коне, да, но с минимальными потерями. Вот по ее мнению так. Как будто бы она вот привыкла работать в каком-то алгоритме, да, вот у нее стандартное видение. Вот если она, допустим, карта сделка, с кем-то заключила вот эту сделку, и желание тут, повторюсь, может у кого-то даже подсидеть на работе, у кого-то навредить, гадости какие-то рассказывать по карте метла, сплетни, да, при этом как будто бы она думала, все, у меня все получилось, тут все хорошо, все складывается, все как я запланировала. А опять-таки, тут почему-то пошло все не так. Вот тут что-то такое вот идет. Так, чему завидуют? Давайте тут спрошу. Самобичевание. Вообще вот по этим картам как будто бы вот как вы на какую-то больную, хотел сказать, мозоль наступили, да. Ну, что-то вот вы ее чем-то вы ее подбешиваете. Ну, зависть. Как-то вот тут что-то какое-то тут настолько личное что-то. О чем вот эта карта самобичевания? Не могу понять.
Тут у кого-то может проиграться, когда у нее начались проблемы в личной жизни. Ну, они у нее давно начались, судя по всему, девочки. Но тут карта кольцо, может быть, с супругом, да, и карта лед это, ну, испорченные отношения, заморозка, эмоции, чувства, вот такое вот, как будто бы, ну, вот тут карта самобичевания, знаете, как будто бы, в принципе, может быть, как сочетание, вот, проблемы в личной жизни, и тут с вами как-то вот на фоне, может быть, этих проблем, с которые у нее в жизни, тут она, может, увидела, а у вас все неплохо, как будто карта удача. Может, у вас в личной жизни, может, внимание как каких-то мужчин. Она это считала, знаете, как будто бы, а что я хуже, а почему я хуже, да, почему вот вам внимание, там, если там, может, там, супругам все неплохо. Как будто вот какое-то как сравнение. И вот это вот как ее изнутри, вот это вот, ну, где-то зависть, где-то какие-то даже вопросы ее вот съедают изнутри. Ну, вы поняли, да? Был период у нее в жизни, повторюсь еще, проблемный, охлаждение, может быть, предательство. И на фоне этого параллельно она увидела, считала, что у вас все хорошо. Вот, и у нее тут, как будто она сама себя накручивает, задает вопросы, что-то тут такое. Чему завидует? Но опять такой почему-то тут подтекст. Она завидует чему? Завидует, может быть, тому вашего умению. Тут карта друзья, тут карта собака, друзья, сова, мудрость. Может, вашему умению заводить не просто, знаете, новые знакомства, там поверхностные, да, какие-то типа для работы, для бизнеса, для перспективы, да, а вот искренние какие-то вот знакомства, которые могут перерождаться в дружеские, да, действительно. Но в принципе мне по тем картам как будто бы вас любят, к вам вот как расположены люди, вот этому она завидует. Так, руки привязаны. Чему завидует? Еще завидует, может быть, с одной стороны, у вас может быть, по ее мнению, там, крепкая семья, для вас очень важно. Это семья, поддержка семьи. Для вас эти ценности на первом месте. При этом, тут вы можете и карьеру строить, и в принципе, ну, вы не глупая, скажем так. Может быть, даже вот я вот эту карту все-таки доложила, вот тут руки связаны, да, и вот этой картой, вот чему завидуют? Тому, что, может быть, отчасти вы можете, ну, скажем так, у кого-то прям в корень, зрите в корень, да, и можете все какие-то, ну, эти многоходовочки, даже вот эти вот сделки, которые за вашей спиной тут проходят, попытки вам навредить. Вы видите, вы считываете это. Может быть, ну, если не все, то большую часть. Вот тут как-то так. Обходите, может быть, какие-то как западня, какие-то ловушечки. В принципе, благодаря чему? У кого-то даже расклады Таро, у кого-то карта воительница, это интеллект, это умение, опять-таки, увидеть, может быть, наперед, посмотреть, да, просчитать. Чему еще завидуют? Ну, тут такое какое-то сочетание, знаете, с одной стороны, завидуют тому, что вас окружают, по ее мнению, люди, которые искренне вас любят, к вам привязаны, и вы умеете заводить, вот опять-таки, друзей, знакомства. И это искренне, это очень важно, как будто бы у нее в ее жизни вот именно этого ей не хватает. Это на первом месте, девочки. И, скорее всего, ну, благодаря, ну, тут не благодаря, а вследствие того, что там, может быть, у нее в жизни были какие-то проблемы, испытания, то она не осталась такой, как вы тут, доброй, понимающей, ласковой, нежной. От нее другая энергетика, она по-другому считывается людьми. Ну и закономерно, что другие люди ее окружают. А вы смогли сохранить, опять-таки, тут опять-таки, ну, где-то детскость, где-то даже вот это ощущение того, что
Несмотря ни на что и вопреки всему, я не позволю испортить мне жизнь, но я не превращусь опять-таки в какого-то холодного, черствого человека. Если нужна помощь, я помогу людям. Человечность, у вас осталось это. Ну, как-то мне так. Сегодня такой какой-то расклад, девочки, получился. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.